Привет! Не дает мне покоя то видео, в котором я сравнивал 5 разных LED-ламп, фонарь заднего хода. То были лампы с AliExpress, самая дорогая в районе $5. И все они оказались не очень. Если не смотрел это видео, я оставлю ссылку, посмотри. Сегодня же будет сравнение хороших LED-ламп, фонарь заднего хода. Это те лампы, которые вы рекомендовали сами в комментариях под тем первым видео. Я немного затянул с выпуском данного видео сравнения. Сами понимаете, лето короткое, хочется все успеть, покупаться, покататься. И главное, набраться сил, чтобы и дальше снимать для вас интересный контент про автомобили, мотоциклы и все, что с этим связано. Я надеюсь, пользователь с ником Забугром, который так ждал данное видео, еще не успел купить лампы, и это видео будет актуальным. И раз уж заговорили об интересном контенте, немного заспойлерю, что будет на моем канале в ближайшее время. Недавно была возможность покататься на мотоцикле Dion Scrambler 250-ки 2021 года выпуска и снять его тест-драйв. Плюс пришла просто куча посылок из Китая, некоторые еще в пути. Это видеорегистратор, всевозможные диагностические сканера, встроенные датчики давления, зарядные устройства и тестеры для автомобильных аккумуляторов, машинка для чистки цепи мотоцикла. Вот пакет для, так сказать, тюнинга нового транспортного средства, которое появилось в нашей семье. Это электросамокат Xiaomi. Также думаю снять небольшое видео об ощущениях езды на самокате после мотоцикла. И вообще, нужен ли электросамокат. Если интересно, напиши об этом в комментариях. Если тебе тоже интересны новые автомобильные гаджеты, тест-драйвы и вообще вся автомототема в целом, подписывайся на канал и мои странички в соцсетях. На сравнение 3 лампы. Напомню, это лампы с цоколем BA15S, он же P21V. Лампы, которые используются для фонаря заднего хода в автомобиле. Первые лампы это Philips Ultinon LED, цветовая температура 6000 кельвинов. Их цена порядка $22. Можно найти и на AliExpress, но я думаю, там будет подделка. Они идут в картонной коробке. На коробке есть голограмма и QR-код. Надеюсь, у меня оригинал. На самой лампе 3 группы светодиодов, в каждой по 6 диодов. В торце лампы светодиодов нет, а выдавлена надпись Philips. Вторые лампы это лампы Nao Evo. Их я, в отличие от Philips, уже заказывал на AliExpress. Цветовая температура, как и у Philips, 6000 кельвинов. Цена почти $10. Идут вот в такой упаковке. Разработаны в США, произведены в Китае. По бокам лампы 4 группы светодиодов, по 3 диода в каждой. И в торце лампы еще расположены 6 светодиодов. И третьи лампы, самые интересные, это самодельные лампы. Ссылка на инстаграм их автора будет в описании под видео. Для заднего хода они есть в 3 исполнениях: 10, 15 и 20 Вт. У меня средние 15-ваттные, их цена $22 за пару. Сразу видно, что они как по мощности, так и по размеру в разы больше других ламп из этого теста. На радиаторе ребра для охлаждения. Если посмотреть с торца, видны 3 светодиода и 2 проводка, по которым эти диоды и питаются. У них есть защита от перегрева, лампа отключается при достижении 75 градусов по Цельсию и включается, когда стынет до 55 градусов, хотя критическая температура для этих светодиодов в районе 100 градусов Цельсия. До 75 градусов эти лампы нагреваются примерно за 4 минуты. Сравнивать буду с лампой накаливания Narva. Есть еще одни достойные лампы, которые не вошли в сегодняшний тест. Это лампы Osram. Под ним есть что рассказать. Их можно встретить в 2 вариантах исполнения, и это не подделка. Оба они оригинальные. Об этом я сниму отдельное видео. Я еще хотел добавить в тест LED-лампы Narva Range Power. Но в 3 интернет-магазинах, где они вроде как были, по факту их не оказалось. Возможно, их уже сняли с производства. Не знаю. Сравнивать буду вот с такими лампами накаливания Narva. Расстояние от забора и до обеда, то есть до фар, около 3 метров. Уровень освещенности от ламп накаливания Narva около 100-120 люкс. Первые лампы Philips. Что особенно, у этих ламп нет диодов с торца. Холодный белый свет, но, мягко говоря, не очень яркий. Уровень освещенности по центру до 100 люкс.
Засвет равномерный, по сторонам также в районе 90-100 люкс. Лампа нагрелась до 30 градусов по Цельсию. Следующие лампы – это лампы NAO. На них диоды расположены уже не только по бокам, а и в торце. Тоже подключу термометр. О, тут свет будет уже поинтереснее. Предметы с расстояния 6 метров отчетливо видны. Уровень освещенности по центру до 110-120 люкс, а по бокам просело до 100 люкс. Спустя несколько минут работы лампы прогрелись до 48 градусов. И температура продолжает расти. Последние участники теста – это самодельные лампы на основе 3 мощных светодиодов. Вот настолько они больше ламп Philips, но в фару помещаются. Свет, конечно, яркий. Уровень освещенности по центру до 160-170 люкс. С обоих сторон четко выделена боковая светотеневая граница, она аж желтая. По бокам уровень освещенности до 200 люкс. За пару минут лампы нагрелись почти до 40 градусов, но при достижении 75 градусов должна сработать защита. Для наглядности выведу на один экран, как светят все участники данного теста ламп. Так получилось, что они как раз расположены по мере увеличения яркости. В фаре слева самая яркая лампа из теста номер 3, а справа лампа накаливания. Поочередно закрываю каждую фару. Еще один тест. В метрах в 10 от машины стоит мотоцикл. Посмотрим, как его будет видно в зеркала и камеру заднего вида. Вы все увидели, делайте свои выводы сами. А вообще интересный результат получается. Я, честно говоря, от Philips ожидал большего. Выходит, что китайские лампы NAO, которые по факту в 2 раза дешевле, чем Philips, а светят на порядок лучше. Это что получается, Philips выезжает чисто за счет бренда? Может, качество и срок службы у Philips выигрывает? Не знаю, здесь нужны более длительные тесты. Напиши в комментариях, что ты думаешь по поводу ламп Philips. Хотя знаете, что думаю? У Philips с торца вообще нет светодиодов, зато по бокам целых 18 штук. Возможно, эти лампы проявят себя в фаре, в которой будет стоять подходящий под эту лампу отражатель. А самодельные, конечно, да, они светят, но у них и мощность 15 Вт, что в разы больше, чем у остальных участников теста. Что мне понравилось, то, что они аккуратно сделаны, у них есть ребра охлаждения, и главное, это четкая светотеневая граница. Из минусов они реально слепят. Издалека, в темноте, свет от автомобиля, который сдает назад с такими лампами, можно легко спутать с автомобилем, который движется вперед с обычным включенным ближним светом. Если тебе было полезно данное видео, обязательно подписывайся на мой канал. В следующем видео по теме автосвета поговорим про лампы Osram. И есть еще одна идея, как улучшить свет на моем мотоцикле Yamaha UBR 125. Пока, до встречи на дорогах.